Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу затронуть такую актуальную сейчас тему. Я не раз тоже сталкивалась с таким выражением, с таким обещанием себе. Все. С 1 января я буду делать, зарядку, я буду ходить в тренажерный зал, я буду следить за своим питанием, я буду делать там маски и много-много всего. То есть как будто бы с 1 января я должна стать другим человеком. Но на протяжении года такое бывало и с понедельника, и с 1 числа месяца. И если посмотреть все-таки правде в глаза, что я понимала уже потом, что проходит неделя 1 января, проходит 2 недели этого января, и в целом, даже если какие-то попытки случились, если даже несколько походов в тренажерный зал случились, через какое-то время все это сходит на нет. И в сегодняшнем видео я хочу как раз поговорить о том, почему, на мой взгляд, все-таки начну с 1 января быть новым человеком, новой версией себя, изменю себя, буду делать по-другому, все-таки не работает. И, конечно же, расскажу, что все-таки работает и реально приносит изменения. И первая такая причина, которую я выделила, это само по себе, что январь является достаточно одним из самых нестабильных месяцев в году. То есть о чем это я? То есть изначально физиологически короткий световой день, то есть мало света, соответственно, мало энергии, не очень-то погода за окном, мало у кого там шикарная погода, солнечная, что хочется двигаться и что-то делать. То есть зачастую все-таки там мрак и серость. Также это отсутствие ресурса, потому что был насыщенные рабочие дни на протяжении всего года, каких-то задач было много, каких-то событий в жизни и так далее. То есть вот этот промежуток, когда все отдыхают в выходные, он как бы нужен именно для восстановления. То есть вот как в детстве. Вот ты лежишь, смотришь телевизор целыми днями, у тебя каникулы, ты ешь, когда хочешь, ешь, что хочешь, доедаешь что-то с новогоднего стола, можешь идти погулять с одноклассниками, там не нужно ничего делать, и как будто вот где-то внутри ты себя к этому готовишь, что вот новогодние праздники, они должны быть какими-то такими, но во взрослой жизни мы сталкиваемся с тем, что у нас есть уже дети, да, либо нет, какие-то задачи, которые, никак особо-то не бьются вот с таким режимом восстановления, а восстановиться-то хочется. То есть ощущение отдыха хочется получить, но вот это внутри жужжащее чувство, что надо, все, январь начался, нам нужно действовать, пора врываться. Все вокруг уже в соцсетях пестрят, как много они сделали, как активно у них все проходит, но ведь хочется восстановиться и отдохнуть, поэтому ресурса-то особенно нету, а есть только там сбитый режим, который появился на фоне того, что никуда не надо и выходные. И вот с этим всем очень сложно стартовать, то есть мы тут хотим сразу влиться в какой-то идеальный спорт, ЗОЖ, красота, вот эта вся история, но наш организм, он просто реально устал, ему просто хочется отдохнуть, как в детстве. Просто не париться, не активничать, да, в каких-то моментах кому-то просто нужно реально поваляться, побатониться в кровати и посмотреть какие-то фильмы, мультики, может быть, из детства. Это супер заряжает. И здесь важно отследить, а точно сейчас нужно рвать с места и бежать снова стартовать. Может быть, реально нужно просто восстановиться, дать себе это время, и тогда запал на весь год, он будет более уверенный, более стабильный и принесет действительно больше результата. Следующей причиной я выделила такую идеальность, то есть все, с января все идеально. И вот какая картинка идеальности есть в нашей голове, да, там прототип той девушки, женщины, парня, мужчины, вот, да, к которому мы стремимся все-таки прийти. И вот хочется сразу вот так идеально. То есть мы не планируем движение какими-то маленькими шагами. Мы думаем сразу какой-то грандиозной целью, вот этой точкой Б. Но по факту, что случается в жизни, я не готов это делать каждый день. Тяжело, охота спать, не хватает ресурса, есть еще какие-то задачи. Просто банально не хочется. То есть вот это реальность. И она совсем не бьется с этой идеальной картиной. И там получается, что в большинстве случаев ты вообще съезжаешь с этого, начинаешь себя ругать, обвинять, вот опять не получилось, все, не получается сразу идеально. Важно понять, что идеально сразу не получится. Надо вот запланировать именно вот эти маленькие шажочки. То есть, опять же, да, если вы тоже ведете ежедневники, если тоже ведете трекеры, можно вот на год сразу сформировать и маленькие шаги. То есть каждый месяц мы
То есть вот как делаю я. То есть я вот раскрываю вот этот ежедневник вот на год. И в конце года я понимаю, что я хочу иметь. И опять же, это не из разряда чего-то фантастического и идеальной версии меня, по моему мнению. То есть я здесь закладываю очень реальную цель. Не какую-то космическую, а реальную. И потом каждый месяц я уже считаю, получается, чтобы мне до этой цели дойти, что мне нужно делать каждый месяц и сколько. И таким образом я каждый месяц расписываю. То есть если я понимаю, что это какая-то цифра нереальная, то есть если я вижу, что мне нужно 30 дней в неделю ходить в тренажерный зал, я понимаю, что я этого сделать не смогу. Я понимаю, что я смогу сделать это максимум там, 3 раза, но и то, скорее всего, вот два норм. Я ставлю 2. То есть я не буду геройствовать, я оставлю 2. Но эти 2 раза каждую неделю, каждый месяц, то в конце года, вы понимаете, да, какой будет результат? И тогда к какой-то точке я приду. И следующий год таким же образом буду планировать. И согласитесь, что через несколько лет все-таки результат будет совершенно другой. То есть если получится больше, это круто, но меньше-то точно не получится. И как бы вот таким образом, если вам подходит, вот мне это очень нравится. Вот как раз вот у меня уже лежит готовенький чистый ежедневник. Я всегда, когда его выбираю, я выбираю, чтобы там как раз была вот раскладка по году. Потому что раньше я сама от руки чертила это, достаточно неудобно. Но вот когда у тебя всегда с собой есть эта табличка по году, это очень удобно. Поэтому 31 числа вот я как раз планирую сесть, поговорить с собой честно и вот распланировать следующий год. Это очень сильно помогает моей стабильности, помогает не выходить тревоги вперед, потому что достаточно тревожный человек. Когда у меня нету плана такого реального, я достаточно тревожно себя чувствую. Поэтому это очень хорошо заземляет, это очень хорошо помогает. И такие небольшие шаги каждую неделю, каждый месяц, они действительно приводят к результату, не идеальному. Это уже результат. Если вам нужно какое-то понимание в плане питания, то так как я нутрициолог, у меня уже есть готовое меню, и там уже все это есть. Какие порции вам подходят, сколько есть, как есть, да, и рецепты есть. Обычное простое меню с обычными продуктами, просто взять и повторить, увидеть результат. Вот и все. Ссылка на это меню, как всегда, в описании под своим видео я оставляю, даже когда об этом не говорю. Поэтому кому нужно убрать неразбериху в питании, все очень просто. Просто берем и повторяем. Итак, следующая такая причина, она немножко такая все-таки психологическая, немножко про подумать. Когда мы начинаем изменения из ненависти к себе, то есть из той точки, что все, я никакая, у меня этого нету, у меня ничего не получается, с 1 января мне нужно сделать все, чтобы у меня это получилось. Поэтому на самом деле очень часто я начну с января, это как раз таки о том, что я себе не нравлюсь, я все испортила, у меня ничего не получается, мне срочно нужно все исправить. А изменения с давлением на себя, они практически никогда не бывают устойчивыми, они не ведут к какому-то долгому действию, к получению реально стабильного результата. Это тоже как вот вспышка мотивации, она есть, завтра ее нет. Поэтому здесь, опять же, очень классный инструмент – это маленькие шаги и планирование. Следующая причина – это то, что мы ждем какого-то грандиозного результата уже сейчас, уже завтра, после того, как мы первый раз что-то сделали. То есть мы не ориентируемся на систему. То есть вы же прекрасно понимаете, что если мы начали в январе качать пресс, очень сильно вряд ли, что в конце января мы его увидим. Достижение наших целей появляется от многократного повторения этих действий. То есть первые результаты мы увидим, скорее всего, в феврале, а может быть даже и позже. Но вот хватит ли этого запала мотивации на такой длительный срок? Поэтому опять же нужно понимать, что грандиозных результатов не будет, и лучше таких вообще не ждать. На мой взгляд, что если у вас изначально нет никакой системы, то никакой январь здесь тоже не спасет. Что, по моему мнению, реально работает, что помогает мне? Во-первых, начать не с результата, а с состояния сейчас. То есть мы не фокусируемся на точке Б, мы фокусируемся, как
я чувствую себя сейчас, что мне сейчас по силам. То есть, может быть, я сейчас как бы сном займусь, начну немножко двигать время отхода ко сну. Может быть, я сейчас начну что-то читать. Может быть, я сейчас вообще пойду и хотя бы куплю себе ежедневник. То есть, что мне по силам сегодня. Вот именно вот в этой точке. Исходя из этого, маленькое какое-то действие делать. Не думать про какой-то там результат потом. Вот что сейчас. Даже если вы просто пойдете сегодня и купите этот ежедневник, вот это уже будет реальный шаг. В следующий раз вы себе запланируете, что вы начнете его хотя бы как-то заполнять. Второе, начинаем делать не идеально, а с минимума. Опять же, если мы не можем наладить себе полностью сейчас питание, делаем это хотя бы с одним приемом пищи, например, с завтраком разбираемся. Если мы не можем ходить 5 раз в неделю в тренажерный зал, мы добавляем хотя бы 5-10 минут зарядки и так далее. Вот такусенькое маленькое внедрение кардинально поменяет вас. Определите для себя какой-то минимум этого действия, которое вам необходимо на пути к цели, который вы сможете сделать даже в самый плохой загруженный день. Вот просто вот минимальное, но сделайте. Следующее – это начинать не с января, не с понедельника, не с 1 числа и с любой другой красивой датой, а прям сегодня. Ну, то есть, что можно сделать прям сегодня? Относиться к этому не как глобально, не как идеально и не навсегда. То есть, не обещайте себе, что все это будет навсегда. Просто что-то, что будет чуть лучше, чем вчера. Вот и все. Следующий пункт, наверное, самый свежий для меня, самый недавно такой появившийся, это не ждать, что будет легко. Легко не станет сразу, а может быть и вообще легко не станет, но станет привычно. И вот это привычно будет настолько стабильно, настолько нравиться вам и настолько не вызывать какого-то чувства сопротивления, что может быть уже казаться даже и легко. И это привычное, она будет гораздо надежнее, чем какая-то любая мотивация, которая вспыхнула и пропала. Я очень много лет ловила себя на мысли, что я думала, вот я сейчас начну это делать, я это сейчас внедрю, и мне будет легко. Это была большая моя ошибка, потому что не будет легко. Даже если ты где-то выпадаешь на несколько дней, вдруг, даже если ты заболел или еще что-то, тебе потом снова нужно усилия, чтобы это вернуть. Но это будет проще, но усилия будут нужны. То есть нету как будто бы такой точки, вот как я себе раньше представляла, сейчас я вот это все сделаю, и там вот, там выдохну, там будет легко. Но с каждым разом, когда ты продвигаешься дальше, ну, я не знаю, вот это лично у меня, я не вижу, что там легче. Там что-то новенькое. Там какая-то новая прокачка себя, там какие-то новые решения, новые действия, которые ты должен предпринимать. И ты постоянно движешься. Да, может быть, можно перестать куда-то двигаться и остаться в этом моменте, но, как говорится, здесь кому что подходит, или, по крайней мере, я пока до этого периода не дошла, чтобы прям выдохнуть и чувствовать себя комфортно, защищенно и так далее. Но вот этого легко, как бы ты ни продвигался, его нет. То есть ты всегда идешь с каким-то сопротивлением, тебе всегда нужно какую-то привычку в себе вырабатывать. Просто я по своему опыту считаю, что если вы так же, как и я, раньше постоянно начинали с Нового года новую жизнь, а в концу года были расстроены и недовольны тем, что у вас получилось, возможно, здесь все-таки проблема в том, что сама стратегия начинать с Нового года, меняться с Нового года, она все-таки оказалась ошибочной. И она ни к чему не приводила много-много лет таким образом. Не получается. Здесь еще тоже важно понять, что проблема-то не в нас, просто проблема в самой стратегии. Потому что начинают не с даты, начинают люди, начинаем мы. Мы либо начинаем, либо не начинаем. Мы либо начинаем и бросаем. Это все происходит только от нас. А получается только тогда, когда тихо, когда ты не рассказываешь особенно никому, когда ты сам с собой пыжишься, медленно, но движешься. Какой-то день не получается, какой-то получается, где-то ты возвращаешься, где-то ты x2 сделал. Не идеально. Вот не идеально получается. Вот у меня как-то так. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно было для вас полезным.
вам понравилось его смотреть. Я буду очень рада, если вы подпишетесь, поставите лайк. Я так вижу, что мои мысли действительно кому-то помогают, кто-то их разделяет. До встречи в следующих видео.